друзья! Вы обращали внимание, что каждое помещение обладает определенной аурой? В одном чувствуешь себя легко и комфортно, а в другом угнетенно и подавленно. Нумерологи определили, какой номер квартиры способствует накоплению определенных энергетических потоков. Научитесь определять это магическое число и узнаете, о чем говорит каждая из них. Как же определить характер вашего жилья по нумерологии? Для этого нужно рассчитать ключевую цифру своей квартиры по следующей схеме. Если номер от единицы до девятки, то можно сразу смотреть его значение. Если номер состоит из двух и более цифр, нужно рассчитать их сумму. Например, 12 – это 1 плюс 2, получается 3. Если сумма исходных цифр получилась двузначная, числа нужно сложить еще раз. Например, 146 равно 1 плюс 4 плюс 6 получается 11. Далее складываем еще две циферки 1 плюс 1, получаем двойку. Таким образом, определив конечный результат, узнайте его значение и характер своего жилья по нумерологии. Итак, единица. Если вы проживаете в первой квартире, то знайте, что это место идеально подходит для того, кто собирается начать жизнь с чистого листа. Для нахождения здесь необходимы самостоятельность и немалая сила воли. Поэтому хозяину нужно работать над развитием таких качеств, равно как и над задатками хорошего организатора. Энергетика данной квартиры будет вам в этом помогать. Если человек не обладает внутренним стержнем, то, проживая в такой квартире, он рискует получить наркотическую или алкогольную зависимость. Это место обитания творческих личностей и людей, любящих занимать лидерские позиции. Неплохим вариантом это также станет для человека, который решил отдохнуть от мирской суеты. Цифра напрямую связана с солнечной энергией, поэтому в доме необходимо большое количество осветительных приборов и лампочки хорошего качества. Если у вас получилась двойка, то такая квартира может стать идеальным семейным гнездышком для дружной и активной семьи. Молодожены легко привыкнут в ней к совместному проживанию друг с другом. В таком жилище хорошо заниматься духовными практиками, медитацией, поисками ответов на волнующие вопросы. Ложь и неискренность эта квартира вам никогда не простит. Например, если один из супругов склонен к изменам, то брак, скорее всего, распадется. Одиночке по жизни здесь тоже будет сложно ужиться. Квартира создана для союза двух людей. Двойка подарит вдохновение тем, чья профессиональная деятельность связана с кулинарией или воспитанием, а также творческим натурам. А вот если вы подвержены депрессии или страдаете психическими расстройствами, то в таком доме они могут начать обостряться. Двойка вообще это число Луны. Если хотите подружиться с ночным светилом, в интерьере должна присутствовать вода. Идеальным вариантом станет покупка аквариума или миниатюрного фонтана. Если не можете себе этого позволить, просто приобретите картину с изображением водопада. С тройкой гармоничнее всего уживется пожилой человек или семья из нескольких поколений. Но помните, такой дом может мешать молодым людям начать жить самостоятельной жизнью. Энергетика жилья не будет отпускать младшее поколение в самостоятельное плавание. Тройка дарит тепло, уют и покой, но одновременно старается уберечь своих хозяев от любого вида эмоций, в том числе и положительных. Это идеальный вариант для тех, кто уже нашел свою вторую половинку, сделал карьеру и добился всех поставленных целей. Число находится под влиянием Сатурна, поэтому темно-синие оттенки для квартиры подойдут идеально. Четверка. Такое жилье лучше всего приобретать для людей с активной жизненной позицией и амбициозных карьеристов. В четвертой квартире хорошо продумывать новые идеи и строить планы для продвижения бизнеса. Если человек не будет лениться и работать спустя рукава, его обязательно ждет успех и материальный достаток. Четверка не терпит пассивных людей-домоседов. Если вы любите одиночество и покой, лучше подыскать другой вариант квартирного решения. А вот если работа хозяина дома связана с общением, данная квартира подойдет ему идеально. Четверка взаимодействует с планетой Марс. Положительные качества жилища можно усилить, если оформить интерьер дома в синих, желтых или серых цветах. Большой стеллаж с различными книгами и журналами тоже хороший знак. Пятерка. В
таком доме всегда много энергии. Если во взаимоотношениях обитателей жилища нет никаких проблем, то оно станет идеальным местом проживания для них. Квартира подойдет для семьи, в которой любят гостей и часто их приглашают. Вы всегда будете в центре внимания. Пятерка поможет избавиться от одиночества. Число подходит тем, кто любит светские вечеринки и шумные праздники. Если в квартире проживает супружеская пара, в которой нет любви, будет сложно избежать разногласий и измен. Пятерка способна усиливать все чувства, и положительные, и негативные. В пятой квартире покровительствует Юпитер. Для данной планеты подходят синий, пурпурный и серебряный цвета. Помогут добиться успеха вещи, связанные с изучением мира. Это может быть телескоп или глобус. Вазы и фарфоровые сервизы будут хорошим украшением. Шестерка больше всего подходит семье. Она наградит домочадцев тихой и спокойной жизнью. Хорошо себя здесь будут чувствовать люди, для которых разнообразные приметы и суеверия не пустой звук. У хозяина квартиры никогда не возникнет проблем с поиском подходящего партнера, если он одинок. Такие люди рано создают семью и редко ссорятся со своими близкими. Дом для них должен быть полной чашей, местом для приятных встреч и уютных посиделок. Но не забывайте, данное число способно слишком расслаблять человека, не давать ему возможности выхода из зоны комфорта. Если вы бизнесмен или карьерист, проживание в таком доме нежелательно. Также не подойдет оно любителям риска и экстрима. Нужно тщательно следить за своим рационом питания. Есть прямая зависимость между энергетикой квартиры и здоровьем ее обитателей. За числом 6 стоит планета Венера. Дом следует оформлять в коричневых и бежевых тонах. В качестве украшений подойдут цветы и фигурки животных. Седьмая квартира привлекает ее обитателей вечным уютом и покоем. Здесь хочется фантазировать и размышлять о вечном. О таком рабочем месте мечтают писатели, научные работники и другие люди, чья работа имеет аналитический характер. Выбирайте квартиру с номером 7, если вам не хватает покоя в душе и нужно разобраться в собственных мыслях и чувствах. Семерка подходит тем, кто увлечен астрологией и эзотерикой. Если же на первом месте у человека стоит материальная выгода, жить в таком доме будет крайне сложно. Вибрации данного числа не подходят для получения богатства. Управляет семеркой Уран. Чем богаче будет палитра цветовых оттенков в вашем интерьере, тем лучше. Обратите внимание на зеркала и окна. Они всегда должны быть в идеальной чистоте. Восьмая квартира создана для активных и жизнерадостных людей. Здесь вы добьетесь любой поставленной цели. Энергетические вибрации числа будут побуждать хозяина жилища к частой смене интерьера, помогут добиться стабильности в финансовом плане и встретить свою судьбу. Нежелательно проживать в таком доме любителям приложиться к стакану. Влияние восьмерки может превратить этого человека в алкоголика. Если же хозяин квартиры житель конфликтный, то энергетика числа может привести его к систематическим ссорам со своими близкими. Для устранения негативного влияния важно научиться самоконтролю и медитации. И, наконец, девятка. Девятка – мудрое число. Квартира станет хорошим вариантом для учителей, общественных деятелей, а также людей, связанных с духовностью и религией. Подойдет она и творческим натурам, художникам, музыкантам, дизайнерам. Неуютным дом покажется тем людям, которые не любят общения. Рядом с девяткой сильнее чувствуется влияние других миров. Здесь возможны просмотры странных сновидений. Числом управляет планета Нептун. Ночники и свечи станут главным украшением девятой квартиры. Немаловажное значение имеет и номер этажа, на котором расположена ваша квартира. Нумерология этажа, на котором человек проживает, значительно отличается от квартирной. Она призвана показать эмоциональный и душевный комфорт человека, его путь развития. Число этажа не нужно суммировать до простейшей цифры, оно трактуется с учетом описания всех чисел. Например, если вы проживаете на 13 этаже, вам необходимо смотреть описание для цифры 1 и для цифры 3. Итак, единица. Первый этаж наделяет человека лидерскими амбициями и стремлением к совершенству. Это идеальный вариант для карьеристов. Двойка. Число учит людей быть толерантными по отношению к окружающим. Жители второго этажа любят надевать розовые очки, часто живут собственными иллюзиями и наивными мечтами. Они склонны к депрессиям.
Тройка указывает на стремление к власти и авторитету. Для таких людей крайне важно, какое положение в обществе они будут занимать. Четверка. Таких жильцов часто не устраивает собственная жизнь. Они будут постоянно жаловаться на события, которые происходят вокруг них. Эти люди не умеют воспринимать критику и реагируют на нее крайне болезненно. Проживание на 5-м этаже сулит увеличение прибыли и продвижение по карьерной лестнице. 6-й этаж благоприятен для семейных людей. Он подарит им мир, любовь и благополучие. 7-ка – это место для творчества и оригинальных идей. Если даже сюда поселится самый обыкновенный на первый взгляд человек, в скором времени он откроет в себе новые таланты. 8-й этаж приводит к ограниченности познания мира. Здесь живут максималисты. Впадать из одной крайности в другую для них самое обычное дело. 9-ка. Данное число притягивает сильнейшей энергетикой. Если вы всегда стремитесь к достижению поставленных целей, значит здесь будете чувствовать себя хорошо. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо всем, кто заинтересовался и посмотрел видео. Надеюсь, данная информация поможет вам определиться с характером вашего жилья и подскажет, как усилить его энергетику. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всего всем доброго!